В день рождения Саши и его матери пришлось принять тяжелое решение. На поздних сроках беременности врачи заметили проблемы с глазами ребенка, а на 31-й неделе сообщили, у малыша, скорее всего, отсутствуют глазные яблоки. Женщина была подавлена, когда увидела сына, у него действительно не было глаз, только веки, прикрывающие пустые глазницы. Даже персонал больницы в Томске был потрясен. Спустя несколько дней мать Саши, не имея опыта ухода за детьми с особыми потребностями, решила отказаться от родительских прав. Она понимала, что не сможет обеспечить сыну необходимый уход и эмоциональную поддержку. Персонал не осуждал ее состояние, в котором родился Саша, встречается крайне редко. Это анафтальмия — редкий синдром, часто сопровождающийся другими нарушениями развития. Но, к счастью, у Саши не было серьезных заболеваний, только 2 доброкачественные кисты на лбу, которые можно было удалить позже. Чтобы предотвратить деформацию лица, Саше имплантировали глазные протезы. Операция прошла в Санкт-Петербурге, куда его сопровождала медсестра из детского дома. Мальчик перенес ее стойко и с улыбкой. Однако такие операции нужно повторять каждые 6 месяцев, пока лицо не завершит формирование. Несмотря на слепоту, Саша был бодрым и активным ребенком. В полгода он не отличался от других детей, любил играть и особенно плавать. Его лучезарная улыбка согревала сердце персонала. Однако усыновление детей с инвалидностью — редкость. Потенциальные приемные родители, приходившие в приют, лишь бросали на него сочувствующие взгляды и проходили мимо. Когда Саше исполнилось 6 месяцев, работники приюта решили рассказать о нем в социальных сетях. История быстро разлетелась по всему миру, вызвав интерес к мальчику. Появились желающие усыновить Сашу даже из других стран, но усыновление за границу — сложная процедура. Органы опеки хотели убедиться, что ребенок попадет в надежные руки. Пока шло рассмотрение, наступил Новый год, главный праздник в России. Именно к этому времени Саша получил свой самый главный подарок — он нашел семью. Ему было 8 месяцев, когда он услышал голос новой мамы и сразу заулыбался. Сотрудники приюта восприняли это как знак. Личность семьи не раскрывалась, было лишь известно, что у них уже есть 2 дочери, и они живут в другом российском городе. Теперь у Саши были сестры и любящая семья. Многие могли подумать, что усыновить слепого ребенка — огромная ответственность. Но для этой семьи он стал настоящим рождественским подарком. Девочки всегда мечтали о брате, теперь их мечта сбылась. Конечно, Саше потребуется особый уход, но он сможет дарить радость своей семье так же, как они ему. Персонал приюта был счастлив, но и грустил. Им будет не хватать мальчика, его смеха и улыбки. Однако они утешались тем, что Саша остался в России, а значит, у них будет шанс когда-нибудь увидеть его снова. Он полностью здоров и, несмотря на слепоту, может вырасти удивительным человеком, способным сделать этот мир светлее своей добротой и внутренним светом.